Вчера Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. На протяжении нескольких дней до этого турецкая сторона отвечала отказом на просьбы Москвы о телефонном разговоре между лидерами двух стран. Путину пришлось даже справляться о делах в Сирии у президента Ирана. Но вчера Эрдоган дал согласие на общение, и российское руководство поторопилось объявить это согласие инициативой турецкой стороны. Во время телефонного разговора Эрдоган объяснил Путину, что силы, которые взяли под контроль Алеппо и вынудили сирийскую армию ретироваться, абсолютно не подконтрольны Анкаре, а сам президент Турции является чуть ли не сторонним наблюдателем и может лишь выразить беспокойство процессами, происходящими в Сирии. Путин несколько раз попытался уговорить Эрдогана повлиять на протурецкие силы в Сирии и ограничить их возможности по вооруженному захвату новых территорий, но турецкий лидер каждый раз отвечал, что просто не имеет таких возможностей. В итоге президент России, так ничего не добившись от своего коллеги, просто завершил разговор. В российском руководстве считают оскорбительным тот факт, что Эрдоган с гораздо большим энтузиазмом идет на контакт с руководством Ирана, чем с ними, но сделать в ответ ничего не могут. Эрдоган ведет свою игру, которая все больше расходится с интересами российского руководства. Чем уникальна Сирия? Сегодня Сирия перекрывает путь транспортировки газа с Персидского залива, Саудовской Аравии и Ирака в Европу. Именно приход России был с расчетом на это перекрыть поставки и стать монополистом на европейский рынок. Все основные военные базы России находятся в Латакии, полная морская граница Сирии. Путин заявил Башару Асаду, что не может никак помочь. Россия не планирует защищать Асада от террористов, так как у нее появились там другие приоритеты. Подумаешь, одним союзником больше, одним союзником меньше. Правда, в данном случае больше уже не будет. А Сирия как государство, похоже, доживает последние недели, если не дни. То, что не смогли за 12 лет сделать террористы всех мастей, за считанные дни сделало предательство. Правда, справедливости ради, я бы очень хотел знать, какова здесь роль Ирана. Предатели в своем репертуаре делают вид, что ничего не происходит. Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном предпримет шаги для того, чтобы призыв к деэскалации в Сирии был услышан. Москва призывает к диалогу между сирийским правительством и законной оппозицией. Чего? Террористы уже в 10 километрах от Дамаска. Российские военные сворачиваются и бегут в Тартус, чтобы укрыться на военной базе. Армия Башара Асада разваливается на глазах. Турция открыто покрывает джихадистов, а вы тут втираете про диалог. Да уж цинизму и лживости предателей нет пределов. Выход России из Сирии еще раз подтверждает: любые союзы с этой страной – это билет в пропасть. Лучше вообще не иметь союзника, чем полагаться на Россию. Это не просто ошибка, это смертельная ловушка. Каждая страна, которая надеется на помощь России, расслабляется. Она перестает заботиться о собственной безопасности, ожидая, что союзник подставит плечо в трудный момент. Но история показывает, Россия никогда не помогает. Она бросает своих партнеров в самый критический момент. Арцах, Армения, Сирия – это лишь свежие примеры того, как Россия оставляет союзников в беде, нарушая все договоренности и обещания. Такие отношения даже не могут называться союзом. Это фикция, иллюзия. Россия использует красивые слова о союзничестве, но на деле это просто временные экономические интересы, которые она сама разрушает, как только они становятся ей невыгодны. Все, что связано с Россией, пропитано фальшью. Фейковые обещания, фейковые услуги, фейковая верность. Как можно доверять стране, которая ничего не создает, а только копирует чужие технологии и идеи? Которая не способна предложить ничего оригинального, ничего своего? Такой союз – это не просто ошибка. Это приговор. И это сигнал для всех. Союз с Россией – это удар по собственной независимости. Это не партнерство, это разрушение. И каждый, кто связывается с этой страной, рано или поздно пожалеет. Асад может просить ближневосточные страны о чем угодно, но Россия, похоже, сдает его по договоренности с Турцией. Этот договор был заключен в начале 2016 года и охватывал вопросы, связанные с Сирией, Ливией, ЦАР, Карабахом и Арменией. При планировании второго этапа войны в Карабахе в Кремле учитывали возможные риски: блокировку дорог, арест активов, недостаток логистики, а также вероятность вмешательства Турции в конфликт.
Поэтому Москва стремилась к сохранению нейтралитета Турции. Интересы Кремля и Анкары совпали, поскольку России необходим транспортный коридор через Армению в Турцию по маршруту Россия, Азербайджан, Армения, Нахичевань, Турция, с выходом в Европу и на Ближний Восток. Однако Путин, будучи советским чекистом, а не стратегом, допустил серьезную ошибку. Запустив эти процессы еще в 2012 году, начав первый этап в 2014, продолжив в 2016 и 2020 годах совместные действия против Армении вместе с Турцией, Азербайджаном, Пакистаном и привлеченными террористами, он поставил Россию на путь саморазрушения. Москва сдала своего исторического союзника Турции, которая, парадоксально, одновременно участвует в убийстве российских солдат и поставляет оружие Азербайджану и сирийским террористам. Ранее ни Россия, ни сама Армения никогда не допускали создания прямого коридора через Армению, соединяющего Турцию со всей Азией. Это стало возможным только при нынешнем руководстве Кремля, и даже этот проект провалился. Несмотря на временную потерю Арцаха, Армения не позволила туркам пробить эту дорогу. Против небольшой страны воевали турецкие, пакистанские силы, арабские террористы, а также российские гибридные структуры при поддержке военно-технической помощи от Израиля, Беларуси, России и Турции. Грузия, выполняя указания Москвы, заблокировала армянские маршруты, но и это не принесло успеха. Итог. Проект дороги не реализован. Потери армян составили 3850 человек, тогда как русско-турецкий тандем потерял 22 тысячи, включая 1650 бойцов турецкого спецназа и 2800 арабских террористов. Таким образом, ударив в спину своему союзнику, Россия ускорила собственный упадок. Сдав Асада, Москва окончательно утратила свое влияние в регионе. По большому счету, Путин заключал союз с Эрдоганом и сдавал Карабах в первую очередь ради укрепления своего влияния в Сирии в целом и ради баз на Средиземноморском побережье в частности. Теперь получается, что если победоносная протурецкая армия после Алеппо достигнет Дамаска, отрежет Хмеймим и Тартус от сухопутных дорог и инфраструктуры, да вдруг свергнет Асада, то все левантийские усилия стратега всея Руси окажутся трухой, а слитое, естественно, уже не вернешь. Армянам попадать под такой расклад не впервой. Я бы сказал, он для них постоянен. Они жертвовали своей жизни, земли и могилы предков со слепой верой в русского царя, менявшего эту дешевую монету на свободу Греции, возврат в родную гавань Крыма, на независимость Болгарии, на керосин из Баку, а начиная с конца 2015 года и на базы в Сирии. Ладно, мы, армяне, такие недальновидные, но все это происходило в итоге абсолютно безрезультатно даже для самой российской державы. Русские цари они такие, умом их не понять, как и саму Россию. Ну что, мои дорогие русомолы, Путин предал Сирию так же, как он до этого предал Армению. Сирия, без преувеличения, последний союзник России на Ближнем Востоке. Самый последний. Что скажете на этот раз? Кто виноват? Сорос, русофобы, бандеровцы или Пашинян? Башар – предатель, да? Турк Асад. В итоге в 2020 году Путин сдал Арцах Турции, а в 2024 году передал Турции контроль над Сирией. Одна из целей Турции в захвате Сирии – это обеспечение доступа к широко обсуждаемому коридору Зангезур. Если Сирия будет захвачена, следующим шагом станет создание напряженности на северных границах Ирана. Государственный телеканал ТРТ Турции заявила: «Вскоре мы вернем Алеппо, Дамаск, Дара и Хомс их настоящему владельцу – Турции. А затем перейдем к коридору Зангезур». Я могу сказать лишь одно – враг у ворот. На этом фоне всем сторонникам союза с Россией скажу вот что. Прежде чем подписывать с протурецкой Россией союзнический договор, нужно миллион раз подумать и не подписывать. Вы скоро увидите, что будет с Белоруссией и Алиевым. Сейчас вопрос стоит так: успеет ли Россия себя спасти? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.